Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу рассказать и показать о проведении прививки черным на зеленый окулировка. Также в конце видео хочу рассказать и показать о наших прошлогодних прививках, как они развиваются, то есть посмотреть на их плодоносность. В данном случае мы посмотрим на такие японские сорта, как Руби Роман и Шайн Мускат. Так, давайте то, что касается нашей окулировки. Зачастую так бывает, что на практике при проведении прививок черным на зеленый наш привойный материал значительно тоньше наших зеленых побегов. То в таком случае целесообразнее проводить прививку окулировкой, когда мы срезаем наш щиток, вместе с глазком и его делаем прививку на зеленый побег. Преимущество данного метода в том, что мы можем играть с помощью диаметра, то есть неважно какого диаметра у нас подвойный черенок. Также при проведении данной прививки не важно выделение пасоки. Когда мы проводим прививку черным на зеленое, нам одно из обязательных условий выделения пасоки, то при проведении такой прививки окулировкой не обязательно. Мы можем проводить данные прививки в течение всего дня. Хотя предпочтительно проводить его ближе к вечеру. Также для проведения данной операции нам понадобятся следующие инструменты. То есть прививочный нож, также вспомогательный нож для того, чтобы удалять различные глазки, маркер, чтобы подписывать, обвязочная лента, также обычный секантор и баночка обычно с водой. Также при проведении данной прививки нужно обязательно соблюсти два следующих условия. В первую очередь нужно, чтобы наш зеленый побег достаточно вызрел, чтобы он должен перейти во вторичное строение. То есть, если взять наш зеленый побег, и считать его от начала, скажем так, то примерно 7-е междуузле готовы для проведения данной операции. Смотрим здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Начиная с 7-го междуузля, нижний уже считается готовым для проведения данной операции. Зачастую люди допускают ошибку, когда проводят данную операцию значительно рано, когда наши зеленые побеги еще достаточно не вызрели, то есть она травянистая, то есть не сформировалась, то такие прививки зачастую не удаются. И второе непременное условие – это температурное значение. Как известно, каллус образуется минимально при температуре плюс 14 градусов. Идеальными считается плюс 23, плюс 27 градусов, но, скажем так, стараемся, чтобы ночные температурные значения были выше плюс 14 градусов. Давайте я вам покажу визуально, как это выглядит. Видим сырой побег. При срезании видим, то есть здесь ничего нету, то есть полностью однородная. А уже начиная с 7-го междуузля, здесь видно такое белое кольцо, которое визуально выделяется. Это говорит о том, что наш побег уже готов к проведению данной прививки, то есть он отвердел. Так, давайте приступим к проведению данной операции. Прежде всего берем наш черенок и срезаем с нее щиток. То есть мы должны срезать его. Обязательно принимаем меры безопасности, так как нож очень острый, можно повредить, то есть порезаться, повредить свои пальцы. В данном случае берем от почки, таким вот образом делаем срез, надрез, примерно на 3-4 миллиметра, покачивающими движениями. Делаем вот такой вот надрез, она таким вот образом выглядит. И берем сверху наши почки, то есть врезаемся и начинаем аккуратненько его вести. Вот таким вот образом. Стараемся пройти аккуратно, так как под почкой и ее очень сложно пройти. У различных сортов она бывает различной твердости. Некоторые очень тяжело поддаются, некоторые достаточно хрупкими.
то есть она может как бы уйти. Поэтому контролируем нож, да, аккуратненько в руке, держим ее уверенно и начинаем делать надрез. То есть покачивающими движениями снизаем щиток, да, аккуратненько, описывающими движениями, вот таким вот образом. Вот так вот срезаем щиток и сразу его мочим в воде, вот таким вот образом, и по необходимости можем его немножко подровнять. Все, вот такой у нас получился щиток. А вот здесь можем и вверх немножко подровнять. Хотя в прививке участвует нижняя часть щитка, то есть верхняя она не настолько участвует на данном процессе. Обязательно обмакиваем его в воду, чтобы наши ткани не окислились. И берем междуузле, да, скажем так, там, где была почка, и в это место начинаем делать его срез. Точно так же берем сверху, вот таким вот образом, аккуратненько начинаем срезать. Так, нож немножко соскользнул, ничего страшного. Вот таким вот образом подровняли. И вот так вот приставляем. Да, здесь хорошее совпадение. Вот так. И берем нашу стрейч-ленту и плотненько обматываем. Сначала внизу проводим обмотку. Так, несколько раз обмотнули. И начинаем обматывать наш щиток. Вот таким образом поднимаемся. Да, стрейч-пленка достаточно капризная штука. Иногда она отрывается, не торопимся. Аккуратненько прижимая. И вот таким вот образом обходим нашу почку. По необходимости ее поправляем. Вот таким вот образом обматываем. Обходим почку. Вот так вот. Не спеша. Вот так вот. Вот таким вот образом. Что такое? Вот так обматываем. При обматывании обязательно обращаем внимание, как пройти данную почку. Иногда бывает, что здесь неплотное обматывание, и она оттуда немножко подсасывает воздух. И бывает, что прививки не приживается. То есть аккуратно, не торопимся, данное место обходим. И при обматывании стараемся оставить глазок. Вот так вот. Считается, что данная прививка намного лучше, она больше имеет успех к приживаемости, нежели прививка в расщеп. Следующий этап, то есть мы провели нашу прививку, нужно оставить сверху примерно 2-3 листка. В данном случае я буду оставлять 3 листка, так как она у меня подвязана, чтобы вот так вот убираем. Эта часть нам не нужна. И точно так же нам нужно будет удалить все наши почки, для того, чтобы они не оттягивали на себя питание. Для этого я использую другой нож. То есть вот таким вот образом все срезаем. Убираем все наши пасынки. Также ослепляем наши глазки. То есть, это технический момент. То есть я думаю, с этим вы совершенно все справитесь. Вот так срезаем все точки роста.
На этом данная операция считается выполненной. Примерно дней через 12, через 2 недели наша почка тронется в рост. После этого мы можем его верхнюю часть срезать, и наша почка, после того как на ней образуется 2-3 листочка, мы его оставим. При проведении данной операции, то есть я повторюсь, не важно выделение пасоки, так как питание поступает к нашим листикам, да, и за счет этого она всегда у нас находится во влажном состоянии. Так, давайте пройдем, посмотрим на наши японские сорта, такие как Ruby Roman и Shine Muscat. Перед нами сорт японской селекции Ruby Roman. В данном случае это прививка 2024 года. На данном кусте винограда было привито 6 различных сортов и гибридных форм. При зеленой нормировке я лишние побеги удалил. Для Ruby Roman оставил 2 побега. В данном случае видим прошлогодняя прививка. Она выполнялась методом черным на зеленый в расщеп. Да, и в этом году оставил 2 побега для плодоношения. Давайте посмотрим на ее плодоносность. То есть на одном из побегов видим 2 побега, на каждом по 2 соцветия. То есть первое соцветие, второе. Точно так же здесь одно, второе. И на следующем побеге у нас также есть 3 побега. На каждом из них по 2 соцветия. Здесь видим и здесь, точно так же здесь. Это свидетельствует о том, что сорт будет достаточно урожайным, то есть его нужно будет нагрузить. Также знаем, что японцы его обрабатывают гиберелином, также проводят механические удаление лишних ягод после цветения, для того, чтобы придать ему особую такую форму. Я в качестве эксперимента точно так же хочу провести механические удаления как на Ruby Roman, так и на Shine Muscat, чтобы придать ему форму. Но гиберелином обрабатывать не буду. И в качестве эксперимента оставлю несколько соцветий без изменений. И посмотрим, что из этого получится. Перед нами другой японский сорт. В данном случае это Shine Muscat. Да? Но давайте еще раз посмотрим на Ruby Roman. Это у нас другая прививка. Точно так же на каждом побеге по 2 соцветия. Видим здесь на этом побеге 2 соцветия. И точно так же здесь 2 соцветия. Что характерно для японцев, это очень грубый такой листовой аппарат. Да? То есть они получаются как картонные. Но у Ruby Roman получается черешковая выемка открытая, а у Shine Muscat получается V-образная, то есть она немножко такого закрытого типа. Что касаемо Shine Muscat, точно так же видим на каждом побеге практически по 2 соцветия, что свидетельствует о том, что сорт будет достаточно урожайным и его можно будет с легкостью нагрузить. Точно так же, что касаемо вкусовых качеств, я в прошлом году снимал обзор на сигнальные грозди. В этом году посмотрим их в естественных условиях, в полной нагрузке. Знаем, что японцы применяют очень много технических приемов, обрабатывают его гиберелином, потом придают ему своеобразную форму. Я гиберелин применять не буду, но после цветения некоторые грозди придам форму, постараюсь придать форму, как и, скажем так, у оригинала, скажем так, да, то, что мы привыкли видеть его в магазине. Но одно хочу сказать, что по вкусовым качествам я пробовал покупной Shine Muscat в магазинах. Это не идет ни в какое сравнение по сравнению с тем, что она при полном созревании получается на естественных условиях. Точно так же данный сорт Shine Muscat, в частности, очень ценится из-за своих вкусовых качеств. Там очень-очень своеобразный, необычный мускат. И смесь каких-то фруктовых тонов. Но не будем забегать наперед. Про данные сорта при полном созревании еще я сниму дополнительное видео. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока. До новых видео.